Сегодня я хочу рассказать о растениях, которые считаются не только одними из самых неприхотливых, но и красиво выглядят весь сезон. Их вид будет украшать самые разные уголки вашего сада в течение длительного периода, а именно с весны и до прихода осенних холодов. А самое приятное, что никакого особого ухода они от вас не потребуют. Если вы еще не выращиваете в своем саду разные сорта эуфорбии или молочая, советую обратить внимание на эти растения. Про такие культуры часто говорят «посадил и забыл», потому что растут они сами по себе и в особом уходе не нуждаются. Им не страшна временная засуха, а многие многолетние виды способны зимовать даже в садах с холодным климатом. Среди молочаев есть очень привлекательные и высокодекоративные сорта. Одна из самых ярких новинок, которая поразила своим красочным видом и простотой в уходе, это молочай многоцветковый Bonfire. Таким растением вы легко украсите свою территорию на весь теплый сезон. Этот многолетник очень эффектно смотрится как отдельно посаженный, так и в группе. Например, из его кустиков, высаженных вплотную, можно создать красочный бордюр или украсить этим молочаем придомовую зону. Данный многолетник можно выращивать в открытом грунте и в контейнере. Сорт Bonfire непритязателен к качеству грунта и будет расти даже на самых скудных почвах. Его можно высадить в расщелинах между камнями, на гравийной отсыпке, в альпийских горках и в каменистых садах. Это засухоустойчивое и малоуходное растение, с которым вполне справятся даже самые неопытные садоводы. Такие растения удобно выращивать тем, кто не может часто посещать свой загородный участок. Сорт Bonfire отличился от других молочаев своей огненной окраской листвы, ярко-оранжевыми прицветниками и соцветиями. В его цветовой палитре сочетаются самые насыщенные тона, начиная с желтых и заканчивая темно-пурпурными. Листья этого сорта имеют красочный вид уже с ранней весны. Примерно в мае на верхушках побегов раскрываются ярко-желтые цветы, обрамленные красно-оранжевыми и даже пурпурными прицветниками. При этом листва имеет намного темнее окраску, что создает эффектное контрастное сочетание. Этот молочай лучше всего высаживать на солнечных участках. При хорошем освещении он проявит самые высокие декоративные качества. Среди эуфорбии есть много красивых видов и сортов. Например, из молочаев многоцветковых есть те, что меняют окраску листвы от зеленовато-желтой до более темных тонов. Высота кустиков не превышает 30-50 см. Есть и более крупные представители, например, молочай средиземноморский. Размеры его кроны могут достигать более 1 метра. Не менее привлекательный молочай миндалевидный, сорта пурпуреа и вариегата. У первого листва отличается темно-пурпурной окраской, а у сорта вариегата листики имеют сразу несколько разных оттенков. Семейство молочайных включает очень много красивых растений. К сожалению, не все из них могут зимовать в садах с холодным климатом. Эуфорбию лучше всего выращивать на светлых участках или в полутени, особенно ярко окрашенные сорта. К почвам эти растения неприхотливые, но им потребуется дренаж или рыхлый субстрат. В плотной и чрезмерно влажной земле их корни могут пострадать от гнили. Молочаи красиво смотрятся в компании с самыми разными культурами. Они хороши как в одиночных посадках, так и в миксбордерах. Уход за ними крайне прост. Единственное, что перед покупкой уточняйте зимостойкость каждого конкретного вида. Среди этих растений есть не только многолетние, но и однолетние представители, которые пользуются не меньшим спросом у садоводов. К таким, например, относятся молочай окаймленный. За его кружевные белые прицветники растению дали еще одно название – горный снег. Что касается эуфорбии многоцветной, это один из самых красочных многолетних представителей данного семейства. Благодаря своей редкой красоте и неприхотливости эти растения выглядят красиво весь сезон. Листья сорта Bonfire к осени становятся насыщенно красными. Очень красиво после дождя на них переливаются капли, словно драгоценные жемчужины. С приходом холодов листва молочая начинает терять свой вид. На зиму всю надземную часть обрезают, а в садах с суровыми зимами место посадки дополнительно укрывает высоким слоем мульчи или опавшей листвой. Яркие шаровидные кустики эуфорбии очень красивы вдоль садовых дорожек и на переднем плане цветников. К тому же эти растения очень редко поражаются болезнями и вредителями.
Поделитесь и вы своим мнением об этих растениях в комментариях. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. Если вы захотите приобрести разные сорта молочая, советую сразу покупать саженцы, а не семена. Дело в том, что они быстро теряют свою схожесть, и в размножении с семенами есть свои сложности. Но молочай хорошо черенкуется, а его кустики также можно делить. Однако хочу заранее предупредить, что работать с этим растением необходимо в перчатках, так как сок в эуфорбии ядовитый. Из плюсов кустики молочая способны расти на одном месте без омолаживания и пересадки не менее 15 лет. Но им лучше сразу подобрать необходимое место с рыхлой почвой без застоя влаги, на полном солнце или в легкой полутени. В основном же с этой декоративной и неприхотливой культурой у вас не возникнет проблем. Высадив разные сорта и виды эуфорбии, вы без труда на весь сезон украсите свою территорию. А если вам это видео было хоть немного полезно, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.